Всем привет! В этом видео приготовим очень вкусный ароматный торт с мягкими ореховыми безе и заварным масляным кремом. И торт сделаем вот такой необычной формы. Нам понадобятся грецкие орехи, корица, мука или крахмал. Это все надо перемолоть в такую мелкую крошку. Можно очень мелко, а можно оставить орехи покрупнее. Яичные белки взбиваем до такой легкой пены. Потом постепенно вводим сахар. Можем добавить и ваниль. Взбиваем белки до устойчивых крепких пиков. Потом вводим всю сухую смесь, перемолотые орехи. Перемешиваем до однородности. Мешаем аккуратно, чтобы белки не осели. Они, конечно, немного потеряют свою такую воздушность, но в то же время масса останется нежная, воздушная, легкая. Потом перекладываем тесто в кондитерский мешок, так будет удобнее распределять тесто. Так как я буду делать квадратный торт и нужный мне размер А4, я пергамент ставлю на А4 лист, из кондитерского мешка распределяю тесто. Тут надо довольно тонкий слой, но в то же время, чтобы не был такой прозрачный, тогда коржи могут подгореть. А вот в такой слой они мне всегда хорошо выпекаются и остаются нежные, мягкие. Чтобы образовалась такая корочка, я сверху посыпаю сахарной пудрой. Выпекаю 170 градусов вверх-вниз на среднем уровне до такого золотистого румяного цвета. Тут надо смотреть, чтобы они не подгорели, так как есть момент, как они еще как бы светлые, а потом вот пару секунд и они уже меняют цвет. Из духовки достаем корж, ставим на другой пергамент или силиконовый коврик и снимаем пергамент, на котором он выпекался. Это можно делать где-то через минуту, когда достали из духовки. Так выпекаем все коржи. Желтки, кукурузный крахмал, сахарная пудра, сгущенное молоко и слив. Сливки можно заменить молоком, но тогда крем будет менее такой сливочный. Конечно, на сливках он более жирный и в то же время вкуснее получается. По желанию можно добавить ром или коньяк. Все перемешиваем. Крем ставим на плиту на средний огонь. Постоянно помешивая, варим до загустения. На вкус можем тоже попробовать. Если не чувствуем привкус крахмала, желтков, то тогда крем обязательно готов. В крем тоже можем добавить ваниль. Готовый крем пропускаю через сито. Для более яркого аромата добавляем ореховое пралине. Но если у вас нету, то без него можно обойтись. В крем можем добавить также перемолотые орехи. Перекладываю вот такую посуду, чтобы быстрее крем остыл. Так как я торт собирала в тот же день, когда варила крем и выпекала коржи. Крем покрываем пищевой пленкой и оставляем при комнатной температуре, пока у нас стынет. Я вначале сварила крем, поставила его, чтобы он остыл, и пока он остывал, я выпекала коржи. И вот пока выпекала, крем остыл.
Берем сливочное масло комнатной температуры, добавляем заварной крем, вместе со сливочным маслом взбиваем миксером до воздушной пышной массы. Вот такой очень воздушный, нежный, нереально вкусный, ароматный крем. Берем корж, ставим немного крема, так как у нас коржи довольно тонкие, и это масляный крем, то слой крема нам не надо толстый. Крем жирный, а коржи очень нежные, и тут такой тонкий слой будет достаточно. И вот так собираем весь торт, промазываем все коржи. У меня тут довольно большой торт. Я его готовила из 10 яиц, поэтому я рецепт оставлю в описании такой, который я готовила конкретно на эту форму, а вы можете там делить пополам и готовить гораздо меньше. Покрываем торт пищевой пленкой и ставим в холодильник на стабилизацию. Обычно надо оставлять в холодильнике на 8-12 часов, но у меня не было столько времени, я очень быстро собирала торт, и поэтому я поставила там на пару часов, где-то 2-3 часа в холодильник. Потом поставила в морозилку, чтобы можно было вырезать мне нужную форму из этого торта. На обычной бумаге распечатала форму канистры и вот вырезала торт под этот шаблон. Потом промазала кремом пломбир. Это для того, чтобы потом можно было покрывать мастикой. Под мастику обязательно надо, чтобы был вот такой масляный крем, который не дает мастике размякнуть. Тут я скажу так как торт я потом поднимаю вертикально, то вот этот крем лучше делать довольно такой нормальный слой, чтобы торт не потрескался. Потом я торт покрыла мастикой. Тут, к сожалению, у меня камера уже разрядилась, и вот этот процесс нету. Но тут ничего сложного. Берем мастику, окрашиваем немного такой серый цвет. И на торт кладем с одной стороны, обрезаем по краям, переворачиваем и ставим мастику так же само со второй стороны. И потом можем торт ставить вертикально, делать вот эти углубления, как у канистры. Добавляем из мастики остальные вот эти ручки. И канистру, конечно, можно делать любого цвета, но мне захотелось сделать ее такую металлическую и немного с какао-порошком придала такой как ржавчину. Вот в итоге такой торт получился. Его можно держать в руках, он стабильный, так как тут мастика сама по себе стабильная, крепкая, и дополнительно еще вот крем-пломбир. И, конечно же, разрез торта. Этот торт можно готовить с разными орехами, и миндалем, и с фундуком, но самый ароматный и вкусный торт получится с грецкими орехами. Этот вкус просто нереальный. В нашей семье все любят вот конкретно вот этот состав. Это наш самый любимый торт. Если вам понравился видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте. Всем пока!